Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Покинут ли Джихан и Аля особняк? Сможет ли Джихан, несмотря ни на что, защитить Алю и их брак? Узнает ли Кая, что ребенок Зерин его? Почувствует ли Кая шевеление ребенка, когда Зерин и Кая обнимаются? Что сделает Демир, узнав о встрече Каи и Зерин? Убедится ли Садакат, что Аля и Джихан не разведутся, и откажется ли от попыток разлучить их? Увидит ли Денис своего отца Барана, и как он отреагирует, если увидит? Распадется ли брак Нари и Шахина из-за Экмела? Удастся ли план Экмела сжечь и сына, и Джихана? Тяжелая атмосфера, переплетенная с эмоциями, жертвами и сожалениями, утихнет. Каждый столкнется с расплатой в своем сердце. Для кого-то это противостояние приведет к перерождению, а для других – к концу. Джихан и Али решат выйти из теней и проложить свой собственный путь. Несмотря на давление семьи и слезы матери, Джихан не откажется от Альи. «Я построил этот брак сердцем», — скажет он, «потому что теперь Алья для него не только жена, но и единственный смысл жизни». Видя позицию Джихана, Алья загорается надеждой. Эта надежда на время отвлечет их от особняка. Джихан хочет уехать туда, где Садакат Ханем даже не почувствует его дыхание. Потому что теперь Алье нужно место, где она сможет дышать, где ее сердце будет биться без страха. Таким образом, они оба на какое-то время будут вдали от особняка, но эта дистанция сблизит их сердце. Садакат Ханем поначалу гневно отреагирует на решение сына. Хоть она и хочет выгнать Алью из дома, она не знает, что делать с отказом Джихана. Но с течением дней она увидит решимость в глазах сына. Как бы сильно она ни винила Алью, она больше не сможет отрицать, что вернула сына к жизни. Это осознание заставит Садакат Ханем замолчать. Она больше не будет пытаться разлучить сына с Альей. Она будет жить своим молчанием, а не словами. Гнев, который она испытывает к Алье, постепенно сменится страхом, а затем и принятием. Потому что эта женщина вернула к жизни обоих ее сыновей. Тем временем в особняке разразится новая буря. Вытесненное прошлое Зерин и Каи всплывет на поверхность. Беременность Зерин останется тайной, скрытой от всех. Но эта тайна больше не будет скрыта. Когда Кая встретит Зерин, она поймет, почему ее сердце так сильно бьется. Она узнает, что ребенок Зерин от него. Столкнувшись с этой правдой, она перехватит дыхание, ибо бремя прошлого ляжет на ее плечи. В тот момент, когда она обнимет Зерин, она почувствует первое движение ребенка. Это чувство пронзит ее, словно молния. Этот момент отзовется сожалением и любовью. Однако последствия этого эмоционального момента будут недолгими. Демир узнает о встрече Зерин и Каи. Он не сможет сдержать гнев. Он будет мстить за все, что было от него скрыто. Он загонит Зерин в угол, заявив: «Ты не сможешь полюбить меня, обманывая». В его сердце будут расти и обида, и гнев. Он будет вести войну с Каей, но в этой войне он обожжет себя сильнее всего. Потому что впервые он с болью осознает, что по-настоящему любит Зерин. Брак Нари и Шахина окажется в центре грязных уловок Экмеля. Экмель ради собственной выгоды подорвет доверие Шахина и посеет семена сомнения в сердце Нари. Несмотря на попытки Нари сохранять терпение, она постепенно начнет разрушаться под чарами Экмеля. Если Шахин поверит в ловушки Экмеля, их браку будет нанесен серьезный ущерб. Ведь Экмель придумает план, который погубит и ее сына, и Джихана. Эта игра, созданная ею самой, настроит не только ее, но и ее. Этот план поставит под угрозу и Джихана, и отца Демира. Но настоящая ошибка Экмеля в этой ловушке заключается в том, что Джихан больше не знает, что он один. Джихан распознает действия Экмеля. Хотя он и далек от Алии, ее голос отзовется в его сердце. Этот голос: «Даже во тьме ты найдешь верный путь», придаст Джихану сил. План Экмеля создаст серьезное потрясение, но благодаря совместным действиям Джихана и Каи он будет сорван. В своих планах Экмель втянет в эту войну своего сына Шахина. Слезы Нари станут самой дорогой ценой этой войны.
Денис же станет голосом невинности посреди всего этого хаоса. Она наконец увидит своего отца, Барана. Но этот момент будет совсем не таким, как она ожидала. Застывшее выражение лица Барана разобьет детское сердце. «Папа, почему ты не смотришь?» Спросит она, но Баран промолчит. В этот момент Алия не сможет сдержать слез. Джихан подхватит сына на руки и унесет, чтобы защитить. Но эта сцена навсегда останется в сердце каждого. Этот маленький мальчик возьмет руки отца, которых он не мог коснуться, в свои и скажет: «Я здесь, папа». В этот момент в этом доме вновь зародится надежда. И в конце концов судьба каждого снова изменится. Джихан, несмотря ни на что, не бросит Алью. Он будет сражаться бок о бок с ней, он будет жить рядом с ней. Кая примет, что жизнь, которую носит Зериан, это ее собственная кровь. Демир поддастся гневу, узнав эту правду, но в конце концов поймет всю глубину своей любви. Садакат Ханым не станет противиться решению сына и начнет принимать Алью. Экмель же подготовит свой конец в рамках собственного плана. Испытания каждого будут разными, но итог будет одинаковым – любовь, боль, утрата и принятие. Потому что в этой истории никто не останется невинным, но все изменятся. Когда Джихан идет к своей судьбе с Альей, все, что они оставили позади, останется шрамами. Эти шрамы не сотрутся, но будут жить с ними. И в конце концов каждый узнает, истинное прощение начинается не в сердце любимого человека, а в тишине собственного сердца. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.